Всем привет! Меня зовут Алексей Абабилов, и мое хобби – это изучать иностранные языки. А началось все у меня с итальянского, и в этом видео я хочу рассказать, почему и как я принялся учить этот замечательный язык. Итак, я родился и вырос в Харькове, и в моей школе преподавали 4 языка. Это русский, украинский, английский и немецкий. Английский мы изучали с 1 класса и по 11, а немецкий только 4 года. И после школы английский я знал где-то на уровне B1, таком достаточно несмелом, то есть я не имел опыта общения с иностранцами, не смотрел фильмы на иностранном языке, не употреблял информацию по-английски активно и так далее. А немецкий для меня был полнейшим провалом, потому что после школы я его знал где-то на уровне А1. У меня был очень ограниченный словарный запас. Я немного был знаком с немецкой грамматикой, и я уж совсем не рисковал сталкиваться с настоящим немецким языком в газетах или в фильмах, или в песнях. И вообще интереса к немецкому языку у меня в школе не было никакого. И мне казалось, что выучить этот иностранный язык очень тяжело, а у меня вообще нет никаких способностей к языкам. Но так случилось, что где-то в середине университета я встретился со своей школьной подругой, которая переехала жить и работать в Италию. Она мне рассказала, что итальянский язык несложный, и она владеет им на бытовом уровне. И я подумал, что было бы довольно любопытно попробовать немного подучить итальянский язык. Я поставил себе достаточно скромную цель с самого начала. Я хотел читать на итальянском мою любимую поэму «Божественная комедия». Я очень полюбил «Божественную комедию» еще в школе, и мне очень хотелось познакомиться с ней на языке оригинала. Итак, у меня была цель, и я принялся за дело. Тогда я еще не знал, как лучше всего изучать иностранный язык. У меня был только опыт в школе негативный, и я не интересовался, как изучать иностранные языки другие люди и как это делают профессионалы и полиглоты. Поэтому я действовал так, как мне подсказывала моя собственная интуиция и логика. Итак, я решил, что мне для знания языка нужна грамматика и слова. Чтобы знать слова, я сначала взял список Сводыша, в котором примерно 120 слов, лексика ядра языка, по которым можно примерно оценить, как разные языки разошлись, насколько давно они это сделали, просто посмотрев на то, насколько совпадает их базовый словарный запас. Итак, я взял эту базовую лексику и очень быстро заметил, что большую часть слов я довольно неплохо понимаю, и я их выучил всего за несколько часов. А все дело в том, что в школе я серьезно занимался биологией, и мне был знаком латинский словарный запас, а итальянский язык является потомком латинского. Итак, самая простая минимальная лексика для меня оказалась несложной, и я принялся изучать ту лексику, которая мне была необходима для божественной комедии. А именно, я написал программу, которая построила список самой употребительной лексики из божественной комедии, и я взял первую 1000 самых часто встречающихся слов. Я задался целью эти слова выучить наизусть, и в то время я параллельно учил божественную комедию по-русски. Я тогда тренировался стенографировать тексты, и я заметил, что когда я стенографирую, я очень легко учу наизусть то, что я записал. Поэтому я запоминал божественную комедию наизусть, и постепенно у меня тренировалась память, и я видел, что новую информацию я воспринимаю все быстрее, запоминаю ее легко, и в памяти она сидит крепко. Итак, я одновременно с божественной комедией на русском
начал учить лексику. Я сначала учил примерно по 50 слов в день, потом постепенно наращивал количество. У меня получалось учить и по 100, и по 200, и по 300. Я тогда попробовал учить еще не только первую тысячу, но еще и вторую и третью тысячи. Учил я всегда слова по одной и той же технологии. Я занимался учебой вечером, перед сном, когда мне никто не мешал. Я распечатывал слова в 2 колонки по алфавиту, по-русски и по-итальянски. Я смотрел на итальянские слова, смотрел на русские, брал какую-то порцию слов, например, штук 30, потом закрывал итальянскую колонку и пытался перевести с русского языка на итальянский. То, что я не мог запомнить с первого раза, я помечал для того, чтобы во время второго прохода уделить этому слову особое внимание и все-таки запомнить его. Итак, я помещал в память какую-то очередную дневную порцию слов. Иногда бывало так, что слово не хотело оказываться в памяти, и тогда я пытался придумать какую-то мнемонику. Одна из таких забавных мнемоник – это как запомнить слово «compiere», которое означает «завершить». Я подумал, что это слово похоже на название Компьенского леса, в котором завершили Первую мировую войну, подписав перемирие. И так это слово до сих пор со мной, в моей памяти никуда оно не делось. Итак, я постигал лексику, и параллельно я занимался еще и грамматикой. Я разыскал учебник Людмилы Петровой «Практическая грамматика итальянского языка», написанная очень здорово, понятно, доходчиво, а главное, с большим количеством примеров, на которых можно было изучать полезную лексику. Итак, я читал эту книгу практически каждый день, и еще я читал «Самоучитель итальянского языка», который начинал как обычно принято в самоучителях, с простых конструкций и постепенно наращивал сложность. В нем были простые бытовые тексты, общение в компании друзей. Не могу сказать, что вся лексика оттуда была полезна для божественной комедии, но потом в моей жизни эта лексика пришлась очень кстати. Итак, когда я поместил в память первую, может быть, 1000, а может быть, даже и 500 слов, я решил попробовать. Я написал еще одну маленькую программу, которая подсветила полужирным шрифтом те слова, которые я должен был запомнить из моих 1000. И я начал читать текст, обращая внимание на то, что жирные слова я действительно помню. И помню, понимаю даже те места, которые я еще не успел выучить по-русски. Хотя, конечно, русский язык был большим подспорьем. Итак, я читал божественную комедию, а еще я разыскал аудиокниги божественной комедии в открытом доступе, и я слушал их на ночь. Мне было довольно легко понимать, о чем идет речь, потому что по-русски я уже все знал наизусть. Я какие-то слова легко воспринимал на слух, какие-то, может быть, пропускал, но я был в теме и слушал достаточно спокойно и без особого напряжения. А главное, получал при этом огромное удовольствие. Потом, после божественной комедии, я попробовал почитать что-нибудь еще. Я обратил внимание на книгу «Пиноккио», но это было для меня несколько уже тяжело. Лексика там была немного не та, которую я учил в божественной комедии. И тут я еще заметил, что в моем родном городе очень много надписей на итальянском языке. Это, во-первых, вывески на магазинах, во-вторых, меню в итальянских ресторанах и так далее. И я увидел в самые первые месяцы изучения итальянского языка, что в этих надписях полным-полно ошибок. И это мне придавало уверенности, потому что это показывало, что я уже что-то знаю, достаточно для того, чтобы проверять итальянские надписи. Следующим очень важным шагом для меня была итальянская музыка. Итальянский язык певучий, мелодичный, и итальянские песни
хорошо известны и на Украине, и в России, и есть много и старых, и новых групп, которые у нас популярны. Итак, для начала я поискал фольклорную музыку. Мне очень понравилась песня «Винасса, Винасса», и потом через нее я нашел замечательную итальянскую певицу по имени Чирилла Чинкветти, которая в 1964 году заняла первое место на Евровидении с песней «Non ho l'età». Мне очень понравилось, как она исполняет свои песни, очень нежно и приятно. И я разыскал ее все альбомы и начал слушать запоем каждый день. Еще я поискал «Нотр-Дам де Пари» в переводе на итальянский язык. Ведь этот мюзикл был переведен на несколько других языков, в том числе итальянский, испанский и даже корейский. Итак, я послушал «Нотр-Дам де Пари», и я распечатал тексты песен, разобрался, о чем поется, запоминал все песни и запомнил все наизусть. Также я делал и с другими итальянскими песнями, которые мне очень нравились. Я попытался даже посмотреть фильмы, хотя с самого начала это не было моей целью, когда я только брался за божественную комедию. И с фильмами было довольно тяжело. Пожалуй, первый фильм, который я пытался посмотреть, был «La vita è bella». Фильм великолепный, но смотреть его было довольно тяжело, несмотря даже на то, что я сначала прочитал субтитры по-итальянски. Для меня и субтитры тогда еще были довольно трудны. Но я не сдавался, я пересмотрел, наверное, около 6 фильмов режиссера Пьера Паоло Пазолини, и потом я добрался до фильмов с Адриано Челентано, которые я любил с детства в русском переводе. Их было безумно приятно пересмотреть на итальянском языке, и постепенно мое понимание на слух улучшалось. Хотя оно все еще было недостаточно для того, чтобы вести беседу, как я сейчас сужу. Я даже писал на итальянском языке стихи, например, озорные поздравления с днем рождения для моих друзей. Эти поздравления я сопровождал русским переводом в виде белого стиха, для того, чтобы было понятно то, о чем я хотел рассказать. И кроме этого, мне повезло попасть в итальянский разговорный клуб, на первом заседании которого я проговорил, наверное, 2 часа по-итальянски без отрыва, рассказывая о себе, о том, как я учил язык, что мне нравится, что мне не нравится, отвечая на вопросы и получая неслыханное удовольствие от того, что я способен к коммуникации по-итальянски. Но замечу, что это было общение с другими харьковчанами, которые так же, как и я, учили итальянский как иностранный язык. Еще я записался на курсы итальянского языка, походил на них примерно пару месяцев, и довольно часто мы спорили с моей преподавательницей, потому что она говорила, что я использую устаревшую лексику XIV века, которую я знал из божественной комедии. А кроме того, в моем произношении я все время норовил объединять гласные на стыке слов, потому что именно так принято в итальянской поэзии и в итальянских песнях, которые я просто обожал. То есть я говорил примерно так, как я бы должен был петь эти слова. Например, в божественной комедии в первых строках говорится «Mi ritrovai per una selva oscura». «Сельва оскура». 2 гласных на стыке слов объединяются в единый слог. И эта стихотворная традиция существует еще со времен античности, она была в латинском языке. И в своих собственных стихотворениях я тоже применял именно эту элизию гласных на стыке слов. Первое общение с итальянцами у меня было довольно скомканным и не очень удачным. Я встретил их в Испании на отдыхе. Разговор был довольно небольшой, я чувствовал себя зажато. Мне было
трудно и неловко вспоминать слова. И настоящий существенный прорыв для меня был тогда, когда я переехал в Швейцарию, и в моем офисе работало очень много народа со всей Европы, в том числе и из Италии. В моей команде был итальянец, и помню, когда-то мы с ним отправились вместе в поездку на целый день посмотреть несколько других городов Швейцарии. И тогда мы проговорили по-итальянски с утра до вечера, и для меня это было все очень легко, понятно и приятно. Я это сравнивал с тем, как трудно мне было общаться по-английски, когда я только переехал. У меня тогда от английского просто трещала голова, а от итальянского нет. У меня появились и другие знакомые, и друзья-итальянцы. И с одним из них мы общались очень плотно, практически каждый день. У нас очень много общих интересов, и этот мой итальянский друг владеет сербским языком, а я его учил еще и русскому. И все преподавание я вел на итальянском, рассказывал ему о русскоязычной культуре. Мы с ним вместе читали субтитры к фильмам на русском языке, читали песни и так далее. Про итальянский язык я бы мог сказать, что это самый бархатный путь к языку, который у меня был. Пусть он был самым первым, но он оказался необычайно удачным. Конечно, я совершил какие-то ошибки, когда начинал его изучать. Прежде всего, совершенно неправильным подходом, как я сейчас сужу, было зазубривание лексики. Все дело в том, что учить слова списком без контекста неэффективно. Это плохо удерживается в памяти, во-первых, а во-вторых, ты не видишь, как эти слова сочетаются с текстом, как их правильно употребить в контексте. И, пожалуй, тогда меня выручало только то, что сразу после зазубривания 1000 слов я принялся читать реальный текст, где эта 1000 используется. Были и другие ошибки. Например, я не сразу правильно выставил себе цель. Я постепенно входил во вкус, становился смелее и ставил все более дерзкую новую цель. То есть сначала я хочу просто читать, потом я хочу читать другую художественную литературу, потом я хочу слушать песни и понимать на слух то, что я вижу, потом я хочу смотреть фильмы, и еще я хочу наконец-то разговаривать, что-то воспроизводить на этом языке. И, наконец, общаться с носителями языка, вести с ними спокойную беседу на любые темы. Но было очень много того, что я совершенно правильно, хотя у меня не было никакого опыта, смог обнаружить. То, что я снова использую при изучении новых иностранных языков. Во-первых, у меня с самого начала была ясная цель и мотивация. Этого мне не хватало тогда, когда я изучал немецкий в школе. Во-вторых, я занимался каждый день. У меня была систематичность. В немецком языке у меня было все полностью противоположно, потому что у нас было одно занятие в целых 2 недели, и, конечно же, в памяти к следующему занятию почти ничего не оставалось. Еще я получал от процесса огромное удовольствие, и поэтому я никогда не перегорал. Мне не надоедал итальянский язык, мне хотелось продолжать, и я не заставлял себя достигать какого-то конкретного уровня. У меня не было стресса от занятий языком, у меня было только удовольствие. А это означало, что я мог им заниматься очень и очень долго и постепенно повышать свой уровень. И еще один интересный момент – это то, что я догадался, что нужно начинать именно с базового словаря. Конечно, мой подход с 1000 слов в божественной комедии был несколько наивен, потому что это достаточно старый текст и книжный текст, и те слова, которые используются там, не являются
не всегда являются полезными для устной речи. Сейчас мне кажется, что нужно ориентироваться именно сначала на устную речь, а потом уже на письменную. Но в целом подход начать с наиболее употребительных слов был, конечно же, важным. И сложно оценить, насколько правильно я изучал грамматику. Некоторые полиглоты советуют заваливать себя входной информацией и постепенно привыкать к грамматике. Но мне кажется, что очень правильно, что я именно читал грамматический учебник систематически, постепенно запоминал оттуда почти все. Если бы я пытался, как это делает ребенок, восстановить грамматику из того контекста, который я получаю, то я бы мог пропустить очень много моментов, просто потому что маленький ребенок получает гораздо больше входной информации на языке, который станет его родным. Так что здесь все-таки, я думаю, я поступил правильно. Итак, итальянский язык для меня является самым любимым иностранным языком, и его я знаю существенно лучше, чем многие другие языки. У меня в нем шире словарный запас, просто потому что я читал художественную литературу и действительно заучивал такие слова, которые довольно редко употребляются в разговорной речи, но которые очень полезны для чтения художественной литературы. Итак, я начал со скромных целей, и в итоге добился того, что итальянским языком я владею свободно. Ну, а в следующих видео я хотел бы рассказать немного о том, как я изучал стенографию, и как я продолжил изучать иностранные языки, и что из этого вышло. Спасибо за внимание. Пока.